Всем привет! Обязательно досмотрите до конца. А что, если бы можно было создавать настоящее кино, просто описывая его словами? Представьте, любая самая смелая идея превращается в качественный видеоряд. Без камер, без съемочной группы, без сложного софта. Сегодня мы разберемся, как технология под названием Higgsfield делает эту фантастику реальностью. Друзья, всем привет! Сегодня будет обзор на такую мощную платформу для генерации фото и видео, как Higgsfield. Правильное название Higgsfield. Что я могу сказать об этой платформе? Ну, во-первых, это очень мощная платформа, которая включает в себя различные инструменты. В частности, это редактор фото Nano Banana Pro. Очень мощный. Сейчас я покажу его. Тут я вот уже немного креативил. Вот некоторые фото. То есть задаешь оригинальное фото какое-то, и он по нему даешь описание, и он уже делает вам готовые, то есть готовые фотографии, которые вам требуются. Можем поэкспериментировать вместе. Сейчас давайте я уберу все фотографии и дадим ему промпт. Чтобы экономить деньги, видите, у меня вот уже 90 кредитов осталось. Я и видео монтировал, верстал, и фото делал. Но чтобы экономить деньги, я промпты делаю на английском. И для простоты перевода, вот у меня Google переводчик. То есть я здесь делаю на русском, задаю какой-то текст, который мне нужен, описание, потом копирую на английском и вставляю. Давайте вместе сделаем. Ну, например, для эксперимента что-то нужно нам с вами придумать. Давайте что-нибудь самое простое, оригинальное. Допустим, семья из 3 человек. Так, ага, печатаю на английском. Раскладку поменяю сейчас. Семья из 4 человек. Сидит в беседке. Так. Все 3 смотрят в камеру. Улыбаются. Мужчина 35 лет сидит слева посередине ребенок, в скобках мальчик. Восьми лет. Справа женщина. Лет. С темными длинными волосами. Так, жаркий солнечный день. На заднем плане
красивый ухоженный сад. Так, вот теперь копируем промпт на английском. Так, это будет требовать меньшего использования токенов. Соответственно, мы будем экономить баланс наш. Все, вот этот сюжет сейчас нам нарисует Nano Banana Pro. Вот я выставил его здесь. Здесь настройки, размер, качество, значит, по одному или по две. Ну, здесь дополнительно можете поисследовать, поэкспериментировать. И кнопка Generate 4 кредита забирает. Вот генерация подобная. Ну вот уже готовая картинка у нас есть. То есть то, что нам интересно, мы сделали с помощью вот Nano Banana Pro, такого мощного инструмента. Я не буду сильно это все растягивать. Сейчас пробегусь. Есть видео. Видео можно верстать с помощью такого инструмента, как One 2.5. 2.5. Здесь задаешь начальный кадр, потом дополнительно еще один. Ну, в данном случае так, промпт также задаешь. Так, ну-ка, сейчас. Да, можно задать любой кадр, допустим. И добавить промпт. Аудио включаем. 10 секунд. Здесь выбор 10-5 секунд. Разрешение, соответственно. И так, ну, чтобы понять по шагам, давайте сделаем вот так. Я вот сделаю. Это у меня такой инструмент, ножницы называется. Мы возьмем, вырежем вот это. Интересно. Так. Хорошо. Вот так. Вот видите, да? Ctrl-C сохраняем. Переходим в другой инструмент. И переходим в переводчик. Здесь изображение. Вставляем Ctrl-V. Вот видите перевод. Создайте видео один клик. Добавить изображение. Выбрать предсет. И получить видео. То есть здесь, в принципе, все просто. Вот. Добавляем изображение. Отдаем промпт. Вот. Также включаем аудио. Можем описать аудио. И он уже будет делать готовое видео. Также вот Cinema Studio есть мощный такой инструмент. В принципе, ролик, который я сейчас покажу, я делал в нем. Вот видите, начальный, конечный кадр. Почему-то, когда вставляешь начальный и конечный кадр, вот когда конечный есть, звук, он почему-то не включается. Вот я добавлял конечный кадр. В принципе, настройки здесь понятны. 10 секунд, звук, начальный, конечный кадр, видео. Если что-то непонятно, можете вот набросок на фрагмент экрана, либо, значит, принтскрин нажимаете и переводите в Google переводчики. То есть мне проще детальный перевод делать, то есть какой-то фрагментарный, вот, чем всю страницу переводить. Поэтому я вот что-то непонятно, копируем, вставляем переводчик, читаем и делаем дальше. В принципе, очень удобно. Здесь вот личный кабинет.
Вот здесь вижу кредиты, какие у меня остались. Ну, здесь настройки выйти можно. Так, что еще интересного? Так. Ну, тут инструменты. Инструменты. King 01. Klink. Очень мощный тоже видеоинструмент. Ну, тут здесь Klink 2.6 используется для вот в данном движке. Тут используется он. И у него очень много преимуществ. Тут, то есть, если делаем со звуком, ну давайте просто вот сейчас сделаем какой-нибудь ролик. Давайте вот на русском напишем мужчина входит в часовню и носит речь на русском. Заодно испробуем, как он будет работать с русским. Так, на русском языке. Друзья, я благодарю вас. Благодарен Богу и вам за поддержку. Да пребудет с нами Господь. Так, вот такую речь. Так, ошибка перевода повторить. Копируем, а речь заменим на русскую. А речь заменим на русскую. Вот так вот. Давайте генерируем. 18 кредитов это забирает. Но, тем не менее, мы испытаем этот инструмент. Некоторое время опять же займет. Подождем. Так, ну вот, он уже сгенерировал. Можно посмотреть. 萨克努库缺成的远去女这一年一整你去的真到无尽好吧萨克努库缺成的远去女这一年一整你去的真到无尽好吧萨克努库缺成的远 Понятно. Значит, понятно с этим делом все. Тут он русский не генерирует. Но, в принципе, мы к этому привычны, потому что Россия под санкциями. Но, тем не менее, ролик какой-то сделал он. Так как звук придется налагать, то это, в принципе, не критично для России. Я вообще сделал много роликов. И это удалим. И вставлял конечный кадр, то есть откуда, куда он проходит. Допустим, вот мне надо, чтобы он отсюда прошел. И вот это выберем. А, вот такой вот, чтобы был у него вид. Вот такой вот. Вот. Звук убирается, и вот этой речи уже не будет слышно. Вот. И здесь сразу дешевле 10 кредитов. Генерировать не буду, потому что уже делал это. Покажу вам уже готовое видео. Так, что еще? Explorer. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, наверное.
Наверное, так. Image. Image. Сейчас, друзья. Ну, тут можете поизучать, попереводить. Так, как вот я вам показал, прямо с фотографии. Можете переводить его. Есть в приложениях телефонов сейчас много переводчиков прямо с фото. Ну, различные способы переводить есть. Инструмент мощный. Есть помощник составления промптов. Вот. Создание фото, видео. Допустим, Cinema Studio. Тут можно прямо сразу же создавать фото. И уже на основании их делать видео. 4К качество. Ну, все просто супер, все отлично. Так, что еще бы хотелось сказать? Ну вот, видео смонтированное уже из разных отдельных кусочков. Звук отсутствует, так как здесь, в принципе, будет треть человека, надо будет вставлять. Ну, а в одном месте есть звук природы. То есть человек понял, что с его возлюбленной что-то произошло и идет помолиться. А вот такое вот творчество входит и проходит, начинает молитву. Такой сюжет. И все это подводит нас к одному большому и, пожалуй, главному вопросу. Когда такие вот профессиональные инструменты становятся настолько доступными и мощными, что вообще будет дальше с созданием контента? Границы между профи и любителями, по сути, стираются на глазах. Как это изменит мир медиа, который мы видим каждый день? Очень интересный вопрос, ответ на который мы, видимо, получим уже совсем скоро. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить отзыв.